Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Сегодня пятница, 17 сентября. Давайте рассмотрим текущие события, какие предполагаются движения по ключевым активам и что ждать сегодня, каких скачков по доллару, рублю, нефти, золоту и другим активам. Так, сегодня в 12 часов выходит индекс потребительских цен по Евросоюзу. Соответственно, для евро это может быть испытанием. Ну, пожалуй, на сегодня это главная ключевая макроэкономическая информация, которая выйдет. Потом еще индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета и количество активных буровых от Baker Hughes. Но я думаю, сегодня все будет сосредоточено вокруг этих событий, вокруг того, что творится в Китае, ну и вокруг подводных лодок, которые должна была поставить Франция, Австралия, но почему-то оказалось, что будет поставлять Америка. Так, друзья, ну вот такой момент очень существенный. То, что происходит на сырьевых рынках, сырьевое ралли, кто-то называет это новым циклом сырья, нанесли очень существенный урон европейским, английским, а, индустриальным, химическим, энергетическим компаниям. В Великобритании, например, у многих электросетевых компаний очень непростая ситуация. Можно сказать, что они приближаются к банкротству. Такая же непростая ситуация фактически у всех крупных индустриальных предприятий европейских. Потому что скачок цен на сырье значительно увеличил затраты, и мы увидим в ближайшее время, как эти затраты, которые выросли, они будут влиять на их финансовые показатели. Ну, неизбежно в такой ситуации, чтобы они увеличили отпускные цены. Это просто вполне логичный ход, потому что они не захотят снижать свои прибыли и тем более работать в убыток. Но повышение отпускных цен увеличит розничные цены, а увеличение розничных цен это, соответственно, инфляция и снижение возможностей для потребления. А снижение возможностей для потребления это уменьшение выпуска товаров. Вот такой получается замкнутый круг. Казалось бы, нефть выросла, газ вырос, ура, но это будет иметь далеко идущие и отнюдь не позитивные последствия для мировой экономики. Так, в Китае продолжается ситуация с Эверграндом. Меня спрашивают, когда рухнет Китай. Я не могу ответить на этот вопрос, на него, скорее всего, никто не сможет точно ответить. Я могу только обратить внимание на то, что все кризисы, которые происходили, абсолютно все, это кризисы перепроизводства, когда развивается экономика, какого-то товара или услуги выпускают слишком много, гораздо больше, чем способно население, общество потребить. Соответственно, это вызывает перекос и разражается экономический кризис. Так было по итогу 20-х годов, так было 70-е, 80-е, крах доткомов нулевых, 2008 год и так далее. Это неизбежно. Что-то перепроизводит, что-то перепроизвели. В Китае перепроизвели все. В Китае таким образом построена экономика, что там экстенсивное развитие. То есть что делает китайское правительство? Оно когда видит, что темпы роста ВВП снижаются, ну, для них был, скажем так, красный значок, это 5%, ну, 5-6%. Лучше 6, но ниже 5 это уже совсем плохо. Соответственно, для того, чтобы этот барьер не переходить, они начинали что-то строить. Строили города, фабрики, жилье и так далее. Даже эти объекты пустовали, все равно инвестировали с такой формулировкой, что в будущем это будет востребовано и будет раскуплено. В результате возникли такие абракадабры типа Evergrande и куча других компаний строительных, финансовых и так далее. Ну, на самом деле, то, что происходит с Evergrande, это все еще с 2019 года, они там что-то пытались все не платить по облигациям, и уже тогда у них дефолты были, их периодически спасали. В 2020 году ситуация усугубилась, и сейчас как бы она, судя по всему, подошла к логической развязке, потому что там уже начинаются волнения, кто-то не получил квартиру, в которой вложился, кто-то выплату по облигациям, кто-то еще что-то не получил. И поэтому на фоне текущей турбулентности в Китае возникают проблемы с выполнением обязательствами перед физическими лицами со стороны крупных компаний. Ну, соответственно, это может ситуацию сделать еще более непростой. И вот на самом деле
очень часто возникает спор, что вот там китайцы, они там 70-х годов с аграрной страны, они развились, у Китая большое будущее и так далее. Вот. Ну, и, соответственно, большинство людей не мыслят в этом направлении. Очень мало людей считают, что как бы Китай переживет очень существенный кризис. А вот глядя на то, что было с Советским Союзом, я могу сказать, что в Китае колоссальный кризис просто неизбежен по образцу советского. Ну, кто-то скажет, там, Советский Союз, турум-бурум, продавал нефть и так далее. Ну, я могу сказать так, с моей точки зрения, нефть это послужило всего лишь, скажем так, инструментом. То, что экономика была неэффективна, она развивалась неэффективно. Почему? Потому что плановое хозяйство, оно оперативно не способно устранять перекосы. То есть вот чем так называемый капитализм лучше, тем, что он гибче, он очень быстро реагирует, чем все вот эти плановые экономики. А плановые экономики, они, да, какое-то время, когда надо поднять с нуля, они, возможно, эффективнее и быстрее. Но в дальнейшем вот эти перекосы, которые собираются, они начинают работать против этой системы. Потому что даже если брать физику, например, переохлажденная вода, для того, чтобы она начала кристаллизовываться, превращаться в лед, необходимы центры кристаллизации. Эти центры кристаллизации, они, соответственно, выстраивают всю эту структуру кристаллов, которые образуются. И для того, чтобы эта структура была прочна, необходима естественная кристаллизация. Если там просто вот взять и, что называется, нагородить огород, спонтанную провести кристаллизацию, то, соответственно, такие структуры, они менее прочны, нежели те, которые получаются в результате естественной кристаллизации, постепенной. И что касается ситуации с Китаем, ну, смотрите, сложно сказать, когда у них рванет. Для этого надо, ну, или жить в Китае, или заниматься только Китаем. Но ситуация такова, вот у них сейчас есть перекосы, просто по закону жанра, для того, чтобы эти перекосы как-то разгребать, они будут еще что-то экстенсивно создавать, чтобы закрывать оперативно дыры возникающие. И, соответственно, исходя из этого, то есть они будут вынуждены продолжать заниматься такой же активностью, что-то там клепать, там деньги печатать, еще там недвижимость или еще что-то строить, для того, чтобы оперативно закрывать вопросы, как они закрывали вопросы с ростом ВВП. Соответственно, это будет усугублять ситуацию, перекосы будут нарастать еще больше. В какой-то момент это все вырвется наружу. Проблема заключается в том, что вот эта так называемая плановая экономика, которая там волшебным образом мудрым правителем управляется, она а, накапливает столько напряжения, которое в определенный момент, когда перестают друг с другом уживаться, это все приводит к очень негативным последствиям. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Китай, дневной таймфрейм. Ну, мы видим, что по сути, несмотря на весь этот ужас-ужас с Эверграндом и так далее, китайские фондовые индексы, они пока что двигаются вот в этом консолидационном диапазоне. И я думаю, ничего такого страшного в ближайшее время не произойдет, судя по движению индекса. Единственный критерий того, что намечается какой-то ужас-ужас, это, конечно же, пробитие вот этого уровня 4650-4600. Если таковое происходит, то здесь можно будет говорить о том, что действительно негативные процессы вырвались наружу и с каким-то временным лагом все начнет сыпаться. Это может послужить одним из индикаторов обострения ситуации в Китае. Но опять же, с моей точки зрения, в течение 2, может быть, 5 лет мы увидим очень большую встряску из-за Китая. Очень большую. Судя по тому, что там сейчас происходит, вообще эта встряска она должна уже в этом году произойти. Но та система управления экономикой, которая в Китае, она достаточно непрозрачна, и она не позволяет многие вещи видеть и понимать. Поэтому, ну, не знаю, мне казалось, что вот уже все, они на пороге, но тем не менее, с учетом того, что можно как-то там э, лопнувший парус подзалатать, я думаю, что 2-5 лет, и с ними что-то произойдет нехорошее. Так, друзья, далее Baltic Dry. Baltic Dry вроде бы забуксовал, пока он особо не растет. Это месячный таймфрейм. Так, друзья, далее NASDAQ, дневной таймфрейм. Но смотрите, здесь
невзирая на то, что грядет экспирация и перетряска, NASDAQ на дневном таймфрейме рисует формацию отскока с целью движения на 15 382, 15 400, вот сюда вот. Здесь есть уровень, который 14 950, пробитие которого приведет к очень сильному коррекционному откату. Так, далее вопрос был по акциям Apple. Текущая ситуация по акциям Apple указывает на то, что движение вниз, несмотря на тестирование 146, оно не состоялось. То есть сейчас они будут консолидироваться. И если будет отсутствие повторного такого движения и пробоя уровня 145,5, то мы отсюда увидим отскок. Цель отскока движения 152,5. Но с моей точки зрения, на текущую дату и до 22 сентября от таких-то среднесрочных покупок акций и активов лучше воздержаться. Потому что в таких условиях рулят либо только спекуляции внутри дня, либо кэш. Так, друзья, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Вчера закрылись почти нос в нос 92 866, диапазон 92,7, 92,9 получается, не пробили формально. И, соответственно, сегодня из-за этого есть шанс того, что будет откат, ослабление доллара с целью движения на 60, на 92, 69, вот сюда, к этому значению. Опять же, если сейчас развивается движение наверх и уверенный добой уровня 92, 95, 92,9 вот этого диапазончика, то мы сегодня можем увидеть движение, цель которого будет 93, 38, 93, 36. Вот сюда, к этому значению. Если по нему на часовой таймфрейм переходить, то сейчас как раз вот решается в ближайший час-два судьба, будет, не будет пробой 92,8 вот этого значения, ну 92 825 повыше. Соответственно, если здесь пробой возникает, то у нас пойдет коррекционный откат по доллару. Цель этого отката 92,65, если ориентироваться на часовой таймфрейм. Так, друзья, далее S&P, дневной таймфрейм, это SFD на фьючерс. Соответственно, вот у нас консолидационный диапазон сформировался. Нижняя граница 4450, верхняя граница 4490. Соответственно, если верхушечку вот эту пробиваем, то отсюда идет импульс движения, у которого цель 4520. Но сегодня, с учетом тех событий, которые сегодня в понедельник будут, я думаю, здесь все-таки более вероятно движение в консолидационном диапазоне. И в случае пробития вот этой нижней границы 4450 мы можем увидеть либо коротенький задерг на 4350, либо планомерное сползание и снижение. Вот эта ситуация, она, я думаю, будет разруливаться ближе к 15:30, когда в Америке открываются основные площадки. Так, друзья, далее золото, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, мы вчера вот эту цель, которую я упоминал, 1750, мы ее сделали. Соответственно, здесь, несмотря на весь вот этот ужас, который возник, если повторного добития вот этого значения не возникает до 22 сентября, то отсюда весьма вероятно сформируется отскок, у которого цель движения будет, первая цель движения 1814, вот сюда вот. Если здесь возникает добой, значение 1742, то пойдем сначала тестить 1681, потом 1650. Если на сегодняшний день ориентироваться, то здесь в случае пробития 1764 и закрепления у нас сегодня весьма вероятно будет движение, у которого цель будет 1782. Вот такой вот отскок сегодня вполне может произойти. Так, друзья, далее нефть. Нефть заперли в боковике. Верхняя граница 75,85, нижняя 75,2. Соответственно, здесь в ближайшее время, если 75,2 будет пробита в результате задерга, мы по нефти увидим просадку, у которой цель будет 74,2. Есть здесь диапазон 73,8, 73,6, который, если пробивается, то начинается сильное коррекционное движение вниз. Пока этот диапазон не пробит, пока проторговка здесь вот продолжается, есть шанс того, что будет задерг и движение
на 77,5. Судя по тому, как рвано идет движение, наверное, 77,5 здесь в среднесрочной перспективе это будет некой точкой, от которой пойдет отбой и разовьется откат на 73,8, может даже пониже. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, давайте возьмем, дневочка. Ну, здесь у нас разворотная формация и, соответственно, закрытие недели наиболее вероятно в районе 73-73,1. Если здесь отсюда возникает движение вниз с пробоем 72,2, то весьма вероятно мы получим на этой неделе укрепление рубля. Цель краткосрочная будет 71,8. Мне такой сценарий пока видится маловероятным. Скорее здесь все-таки будет откат и попытка закрепиться на 73,05-73,1. Ну, соответственно, сейчас, наверное, будет движение в консолидационном диапазоне. Вот здесь вот. Так, друзья, далее вот вопросы по норильскому никелю. Ну, смотрите, 23 400 устоял. Коротенький прокол был, но его не добили. Соответственно, если он этот уровень удерживает, то какое-то время сегодня, в понедельник, вторник он поторгуется и отскочит. Если здесь возникает пробой, то вуаля. Пойдет движение, которое вполне может его привести на 21 500. Так, друзья, далее Сбер. Но здесь ситуация достаточно очевидная. 324,5 пока удерживается. Он болтается в этом консолидационном диапазоне туда-сюда. Как только здесь происходит пробитие, его, скорее всего, отсюда утащит сразу на 307,5. Так, друзья, ну вот природный газ здесь, конечно, вот разворотные формации всякие страшные рисуются. Но смотрите, здесь на самом деле ситуация с перекосом. То, что спрос превышает предложение, она пока не исправлена, насколько я понимаю эту ситуацию. И с другой стороны, вот мы закрепились все-таки выше 5. Соответственно, здесь цель движения 6,5. То есть вот от 6,5 там уже возможны варианты. То есть отбой и, соответственно, уже более серьезный коррекционный откат. Пока что на текущий момент вот уровень 5 для него ключевой. Если 5 будет пробито и начнется проторговка, либо движение на объеме при пробитии 5, то мы увидим просадку по природному газу. Пока этого не происходит, он либо растет, либо консолидируется выше 5 со всеми позитивными влияниями на Газпром, Новатэк, которые несколько перегреты. Так, друзья, ну, в общем-то, все. Основные активы. Спасибо за внимание. Успешных торгов.